Тигран Амосян – один из культовых пианистов современности, но в нынешнее время о нем говорят не только в контексте музыки. Его обвиняют в нацизме, его критикует церковь, а политики требуют запретить его выступления. Кто он? Национальный герой, спасающий древнюю культуру, или радикальный активист, использующий рояль как оружие? Это история пианиста, который стер границы времени, заставив фортепиано звучать как симбиоз армянских духовных песнопений V века и яростной энергии металловой музыки. Чем обернулась семейная жертва, единственная квартира, поставленная на карту ради мечты? И почему его последний альбом «Манифест» стал для Армении камнем преткновения, где проходит черта между национальным покаянием и политическим жестом? Его отец – ювелир, а мать – дизайнер одежды. Тигран часто объясняет, что его чувство формы в музыке как раз-таки идет от ювелирной точности отца и от работы с фактурой его матери. Сестра – художница, которая часто оформляет его обложки, а жена Елена старается оставаться в тени, но именно она является его главным визуальным соавтором. 7 декабря 1988 года Армения содрогается от одного из самых страшных землетрясений в истории страны – Спитакское землетрясение. За 30 секунд были разрушены города Спитак, Ленинакан, он же Гюмри, Кировакан, Ванадзор и сотни деревень и поселков. Только по официальным данным стихия унесла жизни 25 тысяч человек. В те секунды отец Тиграна в панике успел выбежать из дома. На руках у него 1,5-годовалый сын Тигран. Но в этой сцене есть странная деталь. На ребенке были надеты огромные наушники. Как вспоминал сам Тигран, когда вокруг рушились здания и погибали люди, он не издал ни звука. Он слушал музыку. Альбом прогрессив-рок группы Yes. В тот день он прослушал альбом почти дважды. Музыка стала для него защитным коконом. Детство в 90-е он вспоминает как темные и холодные годы. Энергетический кризис, экономический коллапс, состояние глубокого погружения в музыку с детства было сродни созданию собственной вселенной, где Тигран чувствовал себя в безопасности. В интервью он рассказывает, что его не интересовали игрушки, но вот за пианино он мог проводить 100% своего времени. Успех Амосяна – это не только его талант, это и история тотального самопожертвования его близких и стечения обстоятельств в условиях, что землетрясение лишило родителей работы, а семьи – крова. Тигран на протяжении 10 лет учился в Ереванской специальной музыкальной школе имени Чайковского, совмещая это с частными уроками классического джаза. Но настоящий ва-банк случился позже, в начале нулевых. Были необходимы средства для участия в престижном конкурсе джазовых пианистов имени Марселя Соляля в Париже. Для семьи, которая в то время жила в Лос-Анджелесе на 20 квадратных метрах и имела долги по кредитным картам, это была колоссальная сумма и очень большой риск. Поездка на конкурс стоила $4000. И тогда бабушка и дядя Тиграна принимают решение. Они продают свою последнюю квартиру в Армении. На эти деньги они отправляют подростка в Европу.
На кону было все, и Тигран не подвел. 3-я премия в 2002 году. Тигран вспоминает об этом с глубокой благодарностью, отмечая, что его семья никогда не осторожничала, если верила в правильность его пути. Он поступил в Университет Южной Калифорнии и начал выступать с джаз-фанк-группой. Спустя 2 года Тигран перевелся в нью-йоркскую New School, однако бросил учебу уже через год, чтобы полностью посвятить себя профессиональной карьере. Вскоре он снова попробовал свои силы, и 2-я премия на том же конкурсе Соляля, и 1-е место на международном джазовом конкурсе имени Телониуса Монка в 2006 году. Победы открыли ему двери мировых лейблов. Да, на меня много что оказало влияние. Я больше 10 лет учился в классической школе, так что у меня есть этот фундамент. Мне повезло получить такое образование в Армении. Дядя Тиграна Амосяна сыграл ключевую роль в его профессиональном становлении, выступая не просто как родственник, но как преданный ментор и советник, который целенаправленно занимался поиском лучшего музыкального образования для племянника. И если подробно анализировать основные аспекты его участия в поиске учителей и обучении, то это, безусловно, во-первых, поиск лучших специалистов. Еще когда семья только переехала из Гюмри в Ереван, дядя уже начал активно выяснять, кто из педагогов может дать Тиграну наиболее качественные знания. Именно он нашел армянского джазмена, пианиста Ваагна Айрапетяна, пианиста, который вернулся из Нью-Йорка и перевез в Армению методику школы Барри Харриса. Кстати, именно его вы могли видеть в трио с Макроном и Пашиняном. И дядя был настолько увлечен процессом, что в течение нескольких месяцев на начальном этапе сам посещал уроки Айрапетяна вместе с Тиграном, фактически обучаясь джазу плечом к плечу. И именно дядя ввел 11-летнего Тиграна в профессиональные круги. Дядя осознанно оберегал Тиграна от эксплуатации в качестве юного вундеркинда. Он препятствовал попыткам продюсеров заработать на ребенке, настаивая на том, чтобы мальчик просто сосредоточился на практике и учебе, а не на выступлениях ради славы и быстрых денег. Но, тем не менее, он с раннего возраста внушал Тиграну веру в его успех. Еще когда будущему пианисту было всего 4-5 лет, дядя предсказывал, что однажды он встретится и будет играть с такими легендами, как Херби Хэнкок или Чик Корея. Так стиль Тиграна сформировался под влиянием широкого спектра музыкальных жанров, наставников и деятелей культуры, от классического рока до древней духовной музыки. И давайте по пунктам. В джазе Амосян называет именно Джона Колтрейна своим величайшим героем. Огромное влияние на него оказали также Телониус Монк как композитор и импровизатор, Кит Джарретт, Майлз Дэвис, Чик Корея, Херби Хэнкок и Брэд Мелдоу. Любовь к тяжелой музыке привил ему его отец, благодаря чему Тигран с детства слушал Led Zeppelin, Black Sabbath, Nazareth. Позднее на его ритмическое мышление сильно повлияли современные прогрессив-метал группы, такие как Мишуга, Тул и Карбо. Важнейшими фигурами в классической музыке для него являются Бах, Дмитрий Шостакович, он упоминал в интервью именно его 24 прелюдии и фуги, Клод Дебюсси и Дьорти Лигетти. Тигран глубоко увлечен и ранней европейской полифонией, а также конкретно композитором Гийомом де Машо. Из армянского наследия ключевой фигурой для Тиграна является Комитас, чей полифонический подход к народным песням стал для него образцовым. Он также вдохновляется индийской классической музыкой и искусством индийского музыканта и композитора Закира Хусейна. Из духовных деятелей и поэтов огромное влияние на мировоззрение Амосяна оказал армянский святой и поэт X века Григор Нарикадзе. Его книга скорбных песнопений произвела на музыканта, по его словам, неизгладимое впечатление. Он описывает ее буквально как вторую Библию, обладающую исцеляющей силой. Также упоминает Георгия Гурджиева в контексте исторического периода, когда идеи Востока и Запада начали активно синтезироваться. Важнейшим режиссером для себя он выделяет Андрея Тарковского, фильмы которого «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Жертвоприношение».
также сильно на него повлияли. Также он выделяет работы Вернона Херцога, Ингмара Бергмана и Стэнли Кубрика. Ко всему вышеперечисленному Амосян глубоко изучает древние сказки и мифы, видя в них не просто вымысел, а руководство к духовной дисциплине и пониманию мира. Так его один из последних проектов «Птица тысячи голосов» основан на древней армянской сказке, содержащей пласты индоевропейских мифов возрастом более 5000 лет. В плане джазового образования решающую роль для него сыграл, конечно же, учитель Вагн Арапетян, который обучал Тиграна методу Барри Харриса и искусству бибопа исключительно на слух. А традицию армянского церковного пения и модальную систему он изучал под руководством известного армянского музыковеда, певца, композитора и знатока модальной теории армянской литургической музыки Арама Керовпяна, который родился в Стамбуле и работает в Париже. Несмотря на виртуозное владение фортепиано, Тигран признается, что вообще-то в детстве мечтал быть и трэш-метал-гитаристом. И это слышно в его ритмических структурах. Эй, бро, разобьешь такт на 15 долей? Мужик, я вообще-то в отпуске. В мире, где музыку пишет искусственный интеллект, Тигран Амосян – это человеческий сбой, который невозможно просчитать. Для кого-то это хаос, для кого-то это молитва на языке высшей математики. Хотя в джазе зависти и соперничества значительно меньше, чем, скажем, в классической музыке. Мир классической музыки меня порой пугает. А в чем разница? Там слишком много драмы и соперничества. Иногда хочется сказать: ребят, расслабьтесь. Мы не такие уж и важные. Тигран объединяет металл, джаз и древний фольклор через глубокий синтез ритмических структур, модальной гармонии и импровизации, создавая музыку, которую сам он уже не называет просто джазом. И что же получаем мы в итоге? Ключевым моментом объединения является ритм. Тигран отмечает, что в армянском фольклоре мелодии почти никогда не начинаются на раз, что и создает естественное синкопирование. Он накладывает эти фольклорные ритмические идеи на жесткий бэкбит металла и дополняет их концепциями уже из индийской классической музыки. Это позволяет создавать угловатые ритмические структуры, которые при этом сохраняют мощный драйв и кач. Амосян признается, что очень любит барабаны и часто пропевает барабанные партии во время сочинения. И вы можете слышать это в записях, кстати. При создании композиции он детально прописывает, секвенсирует партии ударных, точно определяя, где должен находиться малый барабан и как фортепиано должно взаимодействовать с этим ритмическим каркасом. Тигран – мастер битбокса. Также, по его словам, он отказался и от метронома. Он не просто поет, он использует свой голос как дополнительный ударный инструмент, дублируя сложные фортепианные пассажи. Это создает эффект человека-оркестра, который выглядит на видео невероятно эффектно. Сам он говорит, что классический американский джаз для него давно пройденный этап и считает, что джаз застрял в 50-х годах. Его же миссия – вколоть ему дозу армянского фольклора и тяжелого рока, чтобы оживить сам жанр. Для него ритм – это инструмент создания напряжения и разрядки. Он использует математические задачи, группировки по 5, 7, 13, 31 доли, но всегда стремится к тому, чтобы результат слушался гармонично и по-настоящему качал, а не был просто сложным ради сложности. Чтобы
адекватно передать всю эту энергию, Тигран часто ищет басистов с опытом игры в металле буквально по всему миру, которые в принципе-то способны не только импровизировать в сложной гармонии, но и выдавать специфический, тяжелый, агрессивный грув, который ему нужен. И главное, это геометрия всего вышеперечисленного. Его кривые размеры – это же перенос узоров армянских ковров на клавиши. Джазовые традиционалисты навороты эти, понятное дело, не принимают, будут хейтить до последнего. Ну а для металюк все это невероятно сложный материал. Возможно, потому что им не хватает базы это обдумать и воспроизвести. Видимо, так, не знаю. Критики говорят, что это не джаз. Окей, а сколько типов джаза знаете лично вы? Херби Хэнкок и Квинси Джонс признали его лучшим. Я думаю, что на этом спор сразу можно закончить. Чтобы отпали любые вопросы, сразу приведу их цитаты. Итак, Херби Хэнкок о Тигране. Потрясающе. Теперь, Тигран, ты мой учитель. Эти слова Хэнкок произнес со сцены во время джазового фестиваля в Орлеане. Цитата Квинси Джонса. Тигран – огромный талант, гений, музыкант мирового класса. Джонс, кстати, уже неоднократно подчеркивал уникальность таланта Тиграна, называя его одним из самых оригинальных пианистов современности. Цитата Чик Кориа. Зрелый, великий, многогранный и глубокий артист. Музыкант дал такую характеристику Амосяну в августе 2011 года. Его альбом «Манифест» 2026 года – это уже пик всех его идей. Он использует джентовые ритмические смещения и сложную гармонию, где левая рука играет тяжелый риф с ритм-секцией, а правая – сложнейшую гармонию и полиритмию. К слову, как вы уже поняли, обыватели часто обвиняют его в том, что его музыка – это голая математика. Но размеры вроде 19/16 или 23/16 для него норма, а не что-то из ряда вон. Он сам ввел термин «sacred djent», который я ранее описала. Djent – это поджанр прогрессивного металла, основанный на математически выверенном ритме и звуке дж-дж-дж, приглушении струн. И, по сути, Тигран первый в мире джентовый пианист. Сочетание древнейшей армянской духовной музыки шараканов и агрессивного низкочастотного ритма. То есть он будто бы создает музыку для ритуалов в древнем храме, если бы у жрецов условно были восьмиструнные гитары и математическое образование. Музейный экспонат – это то, что Тигран ненавидит больше всего, и потому он называет академический подход к фольклору мертвой музыкой. Потому, когда в 2015 году вышел проект «Луис и Лусо», где древние армянские гимны были переложены им, консервативное крыло армянской церкви пришло буквально в ярость. Его даже обвиняли в осквернении духовного наследия светскими инструментами. Несмотря на наличие американского гражданства и возможность жить в США, Тигран принципиально вернулся в Армению и живет в Ереване. Он считает, что артист должен быть со своим народом в самые тяжелые времена, что многие посчитали политическим самоубийством его мировой карьеры, хотя сам он так не думает. Тигран – один из самых громких критиков политики Азербайджана и Турции. После войны 2020 года и последующих событий в Нагорном Карабахе, Арцахе, он прямо заявлял в соцсетях и интервью, что действия Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана имеют, цитирую, «все признаки геноцидальных тенденций». В целом, музыка Тиграна всегда была политическим высказыванием. Так, в 2015 году, после концерта на руинах Ани, сейчас это территория современной Турции, который был посвящен столетию геноцида армян, турецкий политик Толга Адыгюзель публично призвал, цитирую, «начать охоту на армян на улицах Карса». Это закончилось судом и сроком для политика, но и Тигран стал персоной нон грата.
Тогда Амосян написал в своем фейсбуке, цитирую: «Очень жаль подвергнуться угрозам в Карсе, откуда родом все мои предки. Все, что мы сделали, исполнение духовной армянской музыки. Я говорю нет всяческому экстремизму. В Карс нас привела не ненависть. Это было сделано, чтобы напомнить людям, что не ненависть сможет примирить человека с собой, а также чтобы напомнить, что все те, кто пользуется религией в политических целях, обычно возбуждают ненависть между людьми». Конец цитаты. И поблагодарил всех тех, кто вышел на его концерты и помог организовать их в Ани и Карсе. Он стал первым армянским артистом международного масштаба, который в принципе демонстративно дал концерт в Карсе, городе, который является для него болезненной точкой в истории армян. А уже в 2024 году на склоне горы Арагат на съемочную группу Тиграна напала толпа местных жителей. Были разбиты стекла машин. Этот инцидент также показал, насколько глубоко напряжение в обществе. Тигран регулярно проводит благотворительные концерты, выручка от которых идет на помощь беженцам из Арцаха. Также в 2023-2024 годах он активно использовал свои мировые турне для привлечения внимания к блокаде Лачинского коридора, называя молчание международного сообщества соучастием. Кто не в курсе, блокада Лачинского коридора, начавшаяся 12 декабря 2022 года, была на то время ключевым этапом гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Азербайджанские активисты перекрыли единственную дорогу, связывающую Армению с Карабахом, что привело к нехватке продовольствия и медикаментов для 120 тысяч жителей. Ситуация завершилась в сентябре 2023 года исходом армянского населения. Тигран не подбирает слова, называя руководство Азербайджана авторитарной диктатурой, которая, цитирую, «индоктринирует насилие в молодежь». Это подтвердило его положение персоны нон-грата в ряде проазербайджанских кругов. Его называют нацистом в соцсетях. И это тоже инструмент информационной пропаганды. Ведь Тигран, по сути, критикует власти Азербайджана и Турции, называя их действия геноцидальными. В ответ, конечно, пропаганда этих стран маркирует его как армянского нациста. Но в 2026 году критика пришла и изнутри. Его альбом «Манифест» и трек «National Repentance Anthem» вызвали бурю негодования среди уже своих. Этим альбомом и конкретно этим треком Тигран призвал армянское общество переосмыслить свои ошибки, проработать страхи. Радикалы же сразу заклеймили его и назвали предателем. Тигран же... А что Тигран? Его мысль была в том, что только через покаяние и осознание неидеальности можно двигаться дальше. Поняли ли это люди? Да нет, конечно. Подведем итоги этого блока. Короче, вопрос об обвинениях в нацизме в адрес Тиграна Амосяна – это сложная тема, которая, безусловно, лежит не в плоскости его реальных убеждений, а в плоскости информационной войны. На самом же деле Тигран, конечно, никогда не высказывал именно нацистских или фашистских идей, не было таких прецедентов. Однако ярлык нацист или фашист часто используется его оппонентами или безликими комментаторами в соцсетях по нескольким причинам. Первое – это риторика зеркального обвинения, ведь поскольку Тигран открыто и жестко критикует руководство Азербайджана и Турции, называя их действия авторитарными диктатурами и видя в них геноцидальные тенденции, официальные и проправительственные медиа этих стран часто используют тактику риторического реверса, потому они и называют армянский патриотизм Тиграна и его борьбу за права Арцаха, Нагорного Карабаха, армянским фашизмом или нацизмом, когда как, чтобы дискредитировать его критику. Во-вторых, происходит и само смешение понятий национализм и нацизм, что, думаю, знакомо и в русско-украинской риторике.
Тигран глубоко национальный художник. Он живет в Ереване, носит традиционную одежду, восстанавливает древние шараканы и пропагандирует армянскую культуру. В политическом дискурсе региона любое сильное проявление этнической идентичности противоборствующей стороны часто намеренно маркируется как нацизм. Его даже связывают в пропагандистских материалах оппонентов с идеологией Горегина Ндже, которого в Азербайджане и некоторых кругах России называют пособником нацистов. Хотя сам Тигран фокусируется только на духовном и культурном наследии, а не на политических доктринах. Такие вот игры с подменой понятий для безграмотного людского большинства работают и здесь, как вы понимаете. Ну и в-третьих, инцидент с серыми волками в 2015 году, это когда призыв охоты был, да? Этот случай вообще сделал Тиграна врагом номер один для турецких и азербайджанских ультранационалистов. В соцсетях и на форумах сторонники называли его нацистом и тому подобное, пытаясь переложить обвинения в ксенофобии с себя на него. Резюме в этом вопросе следующее. Все это политический инструмент, используемый для того, чтобы заставить замолчать мирового артиста, который активно использует свою трибуну для критики политики соседних государств. В его творчестве и публичных выступлениях нет ненависти к другим народам, но есть борьба за сохранение своего культурного кода. Вот и все. Мы же живем в мире, где сейчас и это карается. Мечта Тиграна – это его собственная школа. И по его словам, это не будет просто джазовая школа. Он хочет научить детей делать шаг назад к истокам, чтобы на этом фундаменте строить музыку, которую невозможно будет заставить забыть и уничтожить. Он хочет, чтобы ученики понимали армянскую культуру не ради галочки, а как живой фундамент. Из его многочисленных интервью я сделала следующие выжимки его видения этого проекта. Во-первых, программа школы сосредоточится на синтезе 3 направлений – импровизации, традиционной духовной церковной музыки и классики. Во-вторых, главная цель Тиграна – изменить отношение к армянскому фольклору и религиозным песнопениям. Он считает, что сейчас эта музыка часто существует как мертвая музыка, которую исполнители боятся менять, из-за чего она теряет свою органичность. В-третьих, Амосян хочет вернуть подход, существовавший столетия назад, когда народная и церковная музыка были живыми и постоянно развивались в симбиозе. Он планирует обучать студентов импровизировать внутри жанра. В качестве примера он приводит древних певцов, которые каждый раз исполняли песни по-разному, привнося свой уникальный стиль. И в-четвертых, Тигран хочет ставить перед школой задачу учить музыкантов создавать новые произведения, которые по духу были бы близки к народным. По его мнению, это требует понимания глубоких корней, чтобы избежать поверхностного смешения фольклора с поп-эстетикой, которая он считает губительным для традиции. Я очень люблю все, что делает Тигран. Он для меня лично сверхчеловек, сверхмузыкант. Ничего подобного в фортепианной культуре еще не было. Это такая большая фигура в мире современной музыки для меня, что многие рядом просто блекнут. Я люблю и слежу за творчеством 3 музыкантов уже более 15 лет, и он один из них. Я об этом говорила уже много раз. Ну а в конце хочу привести его цитату. «Ошибка и человеческая неидеальность – это единственное, что осталось в искусстве». Амосян – это мост между прошлым и будущим. Тигран не пытается нам понравиться, он не заигрывает с залом и не ищет легких путей. Его альбом «Манифест» – это не просто музыка, это документ выживания культуры, которую не раз пытались стереть с карты. Когда он создает тот самый Sacred Gen, он не просто имитирует метал-группу, он выбивает искры из самой истории. Можно спорить о его политических взглядах, можно пытаться загнать его в рамки чистого джаза или классики, но факт остается фактом. Тигран один из немногих, кто рискнул остаться настоящим. Он выбрал Ереван вместо Голливуда, ну а горькую правду вместо удобного молчания.
слушая его, ваш внутренний ритм сбился, не пугайтесь. Это значит, что музыка Амосяна сделала главное. Она изменила ваш внутренний пульс. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Что вы думаете про такую фигуру, как Тигран Амосян? Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.